Сегодня мы разберем 393-ю главу манги Геройской Академии, которая, видимо, предзнаменует финал боя Урараки и Тоги. Но каким же будет исход этого боя? Ведь Очако ранена, Химико сейчас ультовала по полной, достигая совершенно других высот в освоении своей причуды, создав нечто намного опаснее, нежели даже парад печальных лиц. Настолько все было плохо, что репортеры начали вспоминать слухи о скором наступлении конца света, понимая, что прямо сейчас всего один человек способен был своими руками сотворить им судный день. В общем, погнали смотреть, на что же пойдут герои и злодеи, чтобы одержать верх в этом сражении. Но также напоминаю, что прочитать свою любимую манху, манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 393 глава манги моей Геройской Академии. Переводил ее сам, и так как я не профессионал-любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. В прошлой главе, после фатального ранения Урараки, последним фреймом нас встретил флешбэк с Твайсом, в котором упоминалась тема злодейского имени. Так вот, тема разговора о злодейском имени была поднята тогда из-за того, что среди всего состава Лиги Злодеев только Шигараки и Тога не имели злодейского имени. И поэтому некоторые ее члены были озабочены тем, чтобы Химико все же выбрала себе псевдоним, предлагая ей такие варианты: Женщина-вампир Кармила, Кровавый поцелуй или же Пикачу, что в свою очередь являлось отсылкой на всем известного Пикачу, а приставка Чиу являлась одним из звуков, который было слышно при поглощении Тогой чьей-то крови. Как по мне, последний вариант был самым прикольным, легко запоминающимся и оригинальным. Но Химико было вовсе это не интересно, в принципе так же как и Шигараки, не хотевшего связывать себя с людьми, скрывающимися за масками других личностей, из-за которых этот мир и стал похож на комиксы, наполненных героями, придумывающими себе всякие прозвища. Да и к тому же Тога вступила в Лигу Злодеев из-за того, что она хотела изменить мир, чтобы жить в нем стало намного легче. Ведь Химико хочется быть самой собой и не притворяться кем-то, скрываясь за злодейским именем. Вот почему она тогда так разозлилась на Очако, ведь Тога не хотела, чтобы ее поступки судили в рамках чьих-то стандартов, поскольку живет она так, как сама посчитает это нужным. Сама же Урарака хоть и получила ножевое ранение, но эта ситуация позволила ей применить свою причуду нулевой гравитации, заставив оппонента парить в воздухе. Хотя самой Химико было в большем счете все равно, что она случайно позволила Очако прикоснуться к ней, ибо в конечном итоге опасности это не представляло. Однако Урарака преследовала совершенно другую цель, нежели дезориентация противника в воздухе. Она все еще, несмотря на последствия, хотела достучаться к своему оппоненту и нормально с ней поговорить, говоря, что в своих высказываниях она вовсе не пыталась ее жалеть или более того сочувствовать, ведь этот разговор касался их обоих. Тоге же было, конечно, приятно слышать хоть что-то нормальное в свой адрес, но она больше не хотела давать ей шанс и уж тем более открывать свои чувства к герою. Сейчас Химико полностью пошла в отрицание и защиту, говоря, что если Оча и пытается сделать хоть что-то хорошее, то в конце концов не заставит ли она ее пойти в тюрягу, где после будет вынесен смертельный выговор. Или хуже того, притупив бдительность, герои могут попытаться убить ее, так же как по словам Химико герои поступили с Бубай Гаварой. В данный момент Тога воспринимала намерение Очако как вызов, либо победа, либо проигрыш, выжить или умереть. Это была игра на выживание, и она не собиралась сдаваться героя. Даже напротив, раз уж по словам Урараки этот разговор касался их обоих, активировав совершенно другой парад клонов, легион печальных людей, среди которых было множество клонов героев, кровь которых успели собрать копии Твайса. И в таком случае Тога попросила ее об одолжении, а именно чтобы Урарака поскорее сдохла. Новая орда легиона клонов жестко накинулась на героев поблизости, не давая им совершенно никакого шанса на хоть какую-то возможность сопротивления. Осмотревшись с неба на эту
эту картину репортер был ошеломлен происходящим. Тога стремительно становилась все сильнее и сильнее. По ее словам, если так и будет продолжаться, то в конечном итоге никто не сможет удержать орду стольких врагов. Видя эти жуткие темпы накаливания обстановки, репортер вспомнил о недавних теориях наступления конца света. Сейчас был большой шанс того, что мир мог безвозвратно измениться всего от одной девушки, чувства которой были напрочь отвергнуты обществом. И Химика действительно не собиралась останавливаться, направив огромную толпу легиона печальных людей прямиком в сторону Урараки, приказав схватить и раздавить ее. Однако, на мое удивление, несмотря на свое тяжелое состояние, используя боевое искусство Ганхэт, Ачако сумела отбить эту атаку, отправив большинство клонов в свободное плавание. Но Тога не видела в действиях Ура никаких проблем, ведь хоть какого-то ущерба совершенно не было нанесено. И тут Урарака дала ей прояснение ситуации. Ее причуда нулевой гравитации не предназначена для того, чтобы причинять людям боль, да и сама Ачако не простит себе, если оставит кого-то, кто нуждается в ее помощи. Но несмотря на это, даже если она и намеревалась помочь Химика, Урарака не станет делать вид, будто она ничего не знает об убийствах людей. Однако в ту же очередь Урарака не могла перестать восхищаться смелостью и открытостью Тоги к выражению своих чувств. Несмотря на то, что в своей жизни она видела действительно много счастливых людей, но Химика была единственной, кто мог выражаться абсолютно свободно. Ачако даже завидовала своей оппонентке из-за ее прекрасной улыбки. Да, в некоторых моментах Тога казалась странной, когда-то пугающей, так как она совершенно не сковывала себя в хоть какие-то рамки. И да, Урарака не закроет глаза на злодеяние Химика, но в ту же очередь она не хотела вести себя так, будто она не видела ее искренней улыбки и проявления чувств. И дабы все-таки подобраться к Тоге, которая все еще пыталась сдерживать своего оппонента множеством клонов легиона, в этом случае Урарака демонстрирует что-то новенькое, испуская из руки некие шары, которые позволили ей полностью раскидать всех клонов с помощью невесомости, даже не прикасаясь к ним. От такого финта были в шоке абсолютно все, кто находился на поле боя. И именно так Ачако наконец-то освободила себе путь к Тоге, говоря, что она хотела поговорить с ней о любви. И если Химика все же подарит ей такую возможность, Урарака была готова до конца своей жизни позволять Тоге испевать ее кровь, показав нам последним фреймом их маленькими девочками, где Ачако протягивает заплаканной Химике свою руку, чтобы та смогла выпить ее крови, тем самым лишь подчеркивая серьезность своих намерений. Что же, Тога наконец-то нашла человека, который действительно пытается понять и принять ее такой, какая она есть на самом деле. Ну и вроде это действие завершает сражение Тоги и Урараки. Может, в следующей главе нам покажут небольшой разговор этих двух героинь, а после нас наконец-то перенесут в одно из ключевых сражений Деку или Всемогущего. А как вы считаете, закончится ли бой Ачако и Тоги? И вообще, довольны ли вы тем, как нам преподнесли это противостояние? Не только в плане боя, но и истории повествования. Мне вот лично казалось, что Химика вот так просто не сдастся, но имеем, что имеем. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my passion ball. Take the charge. I'm taking the fuck. Look at my passion ball.